Растение, о котором сегодня пойдет речь, добавит вашему саду нотки романтики и создаст ощущение легкости и воздушности. Вид его нежных белых цветов заставит обратить на себя внимание кого угодно. Цветки небольшие, с узкими лепестками, но их изящность и обилие в сочетании с тонкими красноватыми веточками выглядят невероятно эффектно. Называется этот высокодекоративный полукустарник гиления трехлистная. Гиления – это само очарование и нежность. Ее вполне можно выращивать в садах средней полосы, так как она не капризная к условиям выращивания и хорошо зимует. В природе произрастает в восточной части Северной Америки, предпочитая легкую полутень скалистых лиственных лесов. Если вы хотите украсить свой участок красивыми ажурными облаками из цветов, посадите этот эффектный и неприхотливый полукустарник. Посадки гилении будут красиво выглядеть в любой части сада. Это растение удачно сочетается со многими декоративными культурами и послужит шикарным воздушным фоном для более ярких и низких цветов. Гилению можно высадить в качестве солитера. С нее также получаются живописные живые изгороди. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим мнением и опытом выращивания гилении. Я буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. Не забудьте также оформить подписку на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Это эффектное растение относится к обширному семейству розовые. Каждый лист как бы разделен на 3 узких листочка с зубчатыми краями. Из-за этой особенности данная культура и получила свое название – трехлистная. В Европе гилению часто используют для создания красивых садовых композиций, оформления зон отдыха и романтических уголков, высаживая ее в частных садах и городских парках. Этот многолетний полукустарник эффектно выглядит не только во время своего цветения. Его листва декоративна с весны и до глубокой осени. Летом она зеленая и довольно интересно смотрится в сочетании с красными тонкими веточками. К осени крона приобретает огненно-желтые, оранжевые и красные оттенки. Поэтому даже в холодное время гиления выглядит весьма декоративно. Несмотря на изящные и на вид хрупкие длинные ветви, крона гилении достаточно компактная и сильно не разваливается. Вам не потребуется удалять ее надломленные побеги, пострадавшие от сильных порывов ветра. Стебли гилении очень прочные и гибкие. Этот полукустарник вырастает в высоту от 60 см и чуть более метра. В ширину занимает около 60 см. Веточки тонкие, вертикально растущие, выразительного пурпурного цвета. Молодая листва также имеет красивый бронзовый оттенок. В конце июня крона покрывается множеством красно-розовых бутонов, из которых распускаются белые или розоватые цветы с яркими пурпурными чашелистиками. Цветочки словно звездочки, всего 2,5 см в диаметре, но их неимоверно большое количество превращает растение в объемное нежное облако, от которого сложно оторвать взгляд. В период цветения, который длится не менее 1,5 месяца, гиления трехлистная смотрится как настоящее украшение сада. Особо трепетно выглядят ее изящные соцветия при каждом дуновении ветра. Цветочки, словно маленькие мотыльки, игриво покачиваются над кустом, привнося в сад легкость, очарование и некую динамичность. Гиления выглядит настолько нежной и воздушной, что получила в народе еще одно название – дыхание фавна. Этот полукустарник необыкновенно красив в осеннее время. Когда заканчивается цветение, листва постепенно облекается в самые яркие краски, смело играя на фоне других растений красочной золотисто-пурпурной палитрой. Плюсом растения является еще и то, что цветущие ветки гилении долго стоят в срезке. Ее мелкие белые соцветия являются удачным дополнением многим ярким цветам, например, розам и лилиям. Невероятно красив сорт гилении Pink Profusion. Он отличается более компактными размерами, насыщенной пурпурной листвой, особенно весной, и розовой окраской цветов, которые красиво выделяются на темном фоне общей кроны.
По зимостойкости гелению трехлистную определяют в 4-й климатической зоне. В регионах с более суровыми и бесснежными зимами, с понижением температуры ниже 35-40 градусов мороза, растения мульчируют высоким слоем листвы или компостом. Обрезку этого полукустарника лучше проводить весной, так как плоды гелении имеют свою высокую декоративность и являются украшением сада даже зимой. Геления станет хорошо расти как на солнечных участках, так и в небольшом притенении. Более того, посаженные растения в полутени будут как бы подсвечивать сад, создавая в нем легкий воздушный акцент. Корни этого декоративного многолетнего растения не терпят замокания. Однако геления любит относительную влажность почвы, хотя легко справляется с кратковременной засухой. Из почв она предпочитает легкие суглинки с кислотностью от 6,5 до 7,5 pH. Размножить гелению можно семенами, черенкованием и делением взрослого растения. Я думаю, что этот интересный полукустарник стоит выращивать в своем саду. Он будет удачно сочетаться со многими декоративно-лиственными и цветочными культурами. Очень красиво смотрится геления на контрасте темнолистных кустарников с раджерсией, бузиной, пузыреплодником, барбарисом и клопогоном. Она также отлично сочетается с декоративными злаками. Уверена, что такое растение будет интересно многим садоводам. Геления не создаст вам никаких хлопот по уходу, зато ее изысканность и редкая красота украсит вашу территорию и удивит всех ваших гостей и соседей. А если для вас эта информация была интересной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч в нашем добром саду.